Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас микроволновая печь Samsung. Не включается у нас старт. Регулировка работает. Время устанавливается, а старт не включается. Помимо всего, смотрим, у нас в салоне ржавчина. Оставил клиент без ремонта печку, и мы решили восстановить. То есть вот такая вот ситуация с микроволновкой. Будем ее разбирать и пытаться восстановить. Модель М197ДНР. Откручиваем и снимаем крышку. Немножко она вытаскивается из пазиков. И вот у нас доступ к панели управления, которая за все отвечает. Держится винт сверху один. Сразу засматриваем, какие разъемы куда подсоединяются, чтобы не перепутать. Часто довольно путают после разбора. Вот здесь вот еще один винт. Давайте его открутим тоже. И вверх так приподнимаем с крючочков. И на стол. Откручиваем саму плату от панели. 6 саморезов. Отвертка у нас под крест. Вытряхаем содержимое вместе с кнопками. Видим, у нас была вспышка, следы на корпусе, отгоревшая дорожка. Рядом реле у нас ножки. Дорожка от перегоревшего места пошло на 2 реле. Также на 3 соединяется и на большое реле. То есть они все связаны. И дальше с красного гнезда смотрим. Пошел у нас на красный разъем. Черный провод пошел на лампочку. А оранжевый пошел на нижний микропереключатель. Вообще рекомендую все переключатели снять, разобрать, промыть в спирте. Довольно часто неисправность, забиваются жиром, залипают. Один бывает у нас не успел разомкнуться, а другой замкнулся. Происходит замыкание. Довольно частая неисправность, поэтому имейте в виду. Мы будем поступать так же. Снимаем блок с переключателями. 3 микропереключателя. 2 винта тут. 2 крепежа. Дальше у нас мешает воздуховод охлаждения. На одном винте. Приподнимаем чуть-чуть и вытаскиваем. И начинаем с нижнего вскрывать. Аккуратненько вытаскиваем. 2 зажима. Потихонечку отгибаем. Со временем пластик становится хрупким. Чтобы не поломать и потом не мудрить, как его установить на место. Потихонечку отгибаем. И вытаскиваем. Дальше берем острый предмет любой. И одну из частей, одну из половинок снимаем. Сразу производим осмотр контактов. Нет ли обгоревших. Вот здесь вот в этом месте. И сама кнопка. Не забита ли она жиром. Свободно ли она ходит
своем месте. Как срабатывает, сразу проверяем. Контакт немножечко подкопченый, но не подгоревший. Собираем назад. И устанавливаем на прежнее место. Следующий тоже так же аккуратненько. Открываем крышку. Здесь уже, кстати, видно следы грязи. И в самой ячейке тоже грязь. Возьмем ватную палочку, смочим ее в спирте. Протрем саму кнопку. Смываем эти жировые отложения также и на микропереключателе. Само место установки. Устанавливаем на прежнее место. Убеждаемся, что контакты тоже нормальные. Устанавливаем назад. Здесь тоже загрязнение. Сразу осматриваем, какие есть, смываем. Самая большая вероятность, что вот эта дорожка и сгорела из-за того, что они несинхронно сработали. Итак, последний микропереключатель. Тоже также отгибаем аккуратненько. Осторожно, не поломав. Очень часто ломаются они. Со временем пластик становится хрупкий. Небольшое прикосновение, и он ломается, поэтому осторожнее. Делаем ту же процедуру, вскрываем. Осматриваем сам контакт на выгорание и на загрязнение самой кнопки и механизма. Тоже нормальный. Закрываем. И устанавливаем. Проверяем крючки на дверце, защелки. И устанавливаем на прежнее место. Смотрим, отверстия под винты слишком большие, поэтому оно немножко гуляет. Прежде чем затянуть до конца,
Вначале наживляем, а потом подгоняем. Находим положение, где они все три одинаково срабатывают. И уже вручную затягиваем, фиксируем весь модуль посильнее, чтобы не болтался. Проверяем. Возвращаемся к электронной плате, а именно к 3 реле. Прозваниваем сразу их на замыкание контактов. Следующий, второй замкнут, и третий тоже, первый нет. Они у нас 3 реле одинаковые, исходно разомкнутые, но 2 звонятся как сработанные. F3A 024E 24 вольтовые, 3 амперные. Все 3 они одинаковые. 2 замкнутые, 1 разомкнутый. Вскрыли мы одно реле. И смотрим, контакты спеклись. Давайте его выдернем. Вот они аж сварились. То есть такой силы был ток, что произошло спекание контактов и отгорание дорожки. Также это реле. Тоже его выдергиваем, выпаиваем. Тоже вскроем, посмотрим на контакты. Такая же ситуация. Контакты спеклись. Ну вот они разорвались. Реле у нас есть. Такое же реле F3A 024E. Будем менять. Заменили реле. Смываем флюс спиртом. И будем пробовать. Сразу протрем ручку переключения, счетчик и кнопку, пока не установили в панель. Панель тоже промоем все кнопки. Соберем это все. Тоже не запекшийся жиром. Плохо. Некоторые по-любому срабатывают. Так что сложим их в контейнер. И водой с мылом, содой, щеточкой под кран. Все мы помыли. Так чистенько. Просушиваем. Здесь тоже в будущем будем все это мыть. Здесь будем мыть загрязнение, везде жир. И будем готовить к покраске. Плату мы восстановили.
Все, помылим ее снутри и просушиваем. Собираем модуль управления в обратном порядке. Не путаем кнопки, ну их тут не перепутаешь, они все по направляющим, подобраны по цветам. Прикручиваем винтами к пластиковой панели. Устанавливаем на корпус. Фиксируем. Разъемы. Подсоединение. Корпус. Проверим микрики на ложное срабатывание, не срабатывание, из-за чего у нас скорее всего и вышла неисправность. Для этого мы на прозвонку ставим мультиметр, подсоединяем щупы к вилке, контактам вилки и поиграемся таким образом дверью. Прежде чем включать сеть, чтобы у нас не вышибло пробки, можно сопротивление побольше поставить. Вот 1,6 кОм у нас уже что-то прозванивается в цепи. И таким образом смотрим, чтобы оно у нас не менялось. После этого только подсоединяем к сети. Наберем водички для проверки. Устанавливаем. Включаем розетку. Все, идет тестовый режим все восьмерки. А вот пуск как не срабатывал, так и не срабатывает. Сразу мы не подумали, что с реле с этими никак не связана работа самой программы и управления. То есть еще одна неисправность, а именно программное управление. То есть кнопки получается не одна, не вторая, не третья, не четвертая, не слушайте, только счетчик у нас работает. А вот кнопки не хотят. Разобрали обратно. Проверяем электролитические конденсаторы. Смотрим здесь потемнение на плате. C82 100 микрофарад на 10 вольт. C05 22 микрофарада на 16. Померяем их на внутреннее эквивалентное сопротивление. ECR метром. Есть у нас такой вот из конструктора Master Kit. Можете посмотреть в интернете, как им мерить, если кого-то заинтересовал. Сейчас такие, скорее всего, не продают. Ну вот видим, емкость эти никуда. 100 вообще не дергается, 22 еле-еле. Будем их менять. (220 на 50) нормальный. Следующий большой тоже у нас нормальный. И вот еще два у нас
C0947 на 50 и C08 22 на 16 вольт. Четыре и 7 переключим на более точное измерение диапазон. 4,7 у нас нормальный. И 22 у нас переключаем назад. Тоже заменим. Не дергается. То есть раз, два, три. Две емкости по 22 и одна 100 микрофарад. Заменили емкости. Так и не заработало. Нашли мы такую плату в нашем загашнике. У нас напряжение на плате режиме. И вот на одном диоде, на одном из напряжений питания микросхемы, на одной из ножек выводов просадка идет. Нашли мы такую вот же плату. Меряем в том же месте. Поменяем местами полярность. Просадки не наблюдается. 0,636. Это у нас стабилитрон показывает. А там у нас просадка. Ну что у нас? Микросхема негодная. Будем дергать микросхему. Благо нам повезло платой с донорской. И ставить на нашу родную. Все проделаем с феном. Аккуратненько греем. Это не текстолит, а Getinax. Есть шансы, что он вспучивается, стреляет. Поэтому очень аккуратно прогреваем. Любое потрескивание сразу убираем. Желательно, конечно, с нижним подогревом. Ну, я делаю так. Получается, у нас все с донора сняли. Теперь наш родной. Также флюс на основе бараньего жира РМ-218. Не жалеем, промазываем и также прогреваем. Индикацию немножко отгибаем в стороночку, чтобы не мешалось. Все, выпаяли, ставим донорский. Добавляем опять РМки. Впаяли и все, смываем флюс. Опять тот же спирт нам помогает с ним справиться. Все это смываем. Давайте сразу посмотрим в наших контрольных точках, есть ли просадка или нет. На стабилитроне 0,6. Все. Коротыш исчез. Собрали. Устанавливаем водичку. И включаем. Минута. 2. Где-то у нас с вентилятором проблемы еще. Надо будет посмотреть. Дребезжание. Ну, думаю, хватит. Остановим. И вот у нас видно идет порог. Другие функции тоже можно посмотреть, как реагирует. Это у нас при установке.
пароварка. И время. Ну вот, все работает. Смотрим, что у нас с вентилятором. Да, здесь разболтан был винт один, вентилятор болтался. Подтянули, сразу протрем лопасти от загрязнений. Осталась у нас покраска. Для начала мы промыли, еще раз немножко пройдемся. Потом вместо шуруповерт вставляем такую металлическую щетку. И все это сдираем. Старую краску, которая плохо держится, ржавчину. Вот сколько видно ржавчины. Кто-то пытался уже подкрашивать. Вот такой результат после очистки. Дальше мы обезжириваем. Ацетон для этого у нас. И сама красочка для покраски бытовой техники, стиральных машин, микроволновок. Обезжириваем и красим. Муфту заклеиваем бумажным скотчем посередине, чтобы не покрасилось. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч.